Всем привет! Вот как видите, перед вами лежат шаровые краны. Хочу немножко о них рассказать, с чего они состоят, какая у них конструкция, и дать пару советов, что надо сделать, чтобы зимой не разморозить шаровый кран. Эти все шаровые краны работают по одному и тому самому принципу. Неважно, он маленький или большой. Значит, кран состоит из корпуса. В корпусе в одной стороне резьбовая часть и в другой стороне резьбовая часть. Дальше есть ось, к которой крепится ручка и поворачивается шарик внутри. И таким способом открывается или закрывается сам кран. Дальше разбирается. И вот как выглядит внутри. Сам шарик выбирается. И остается две части корпуса. В одной части корпуса и во второй части корпуса есть вмонтированные уплотнительные прокладки, за счет которых, когда мы кран закроем, не протекает вода. Ну а теперь дальше. Почему кран размораживается зимой? Данный кран, как видите, разморожен. В корпусе в середине есть камера. Вот эта камера. Между уплотнительными кольцами, прокладками есть камера. В этой камере стоит шарик. И как видите, между шариком и корпусом есть пустота, в которой всегда остается вода. Когда кран в сборе, видите, уплотнительные кольца не дают воде вытечь ни с одной стороны, ни с другой стороны. Так вот, в середине крана в этой камере остается всегда вода. И как видите, размораживаются краны именно в этом месте, посередине. Чтобы этого не произошло, чтобы кран не разморозить, надо кран открыть немножко. Когда кран открыли, видно немножко вот там, в середине камера, пустота. С одной стороны и со второй стороны. Когда мы кран открыли вот таким способом, наполовинку, не до конца. Если даже здесь останется вода, то мороз вытолкнет воду в эту сторону, так как есть отверстие. И уже кран не размерзнется. Плюс, если кран будет стоять под уклоном, вода даже сама вытекет с этой камеры. А если кран мы откроем до конца, как видим, камера остается закрытой. И в этой камере по-прежнему остается вода. Она сама не вытекет и мороз ее не вытолкнет. Так вот, мороз тогда выталкивает наружу и лопается корпус. Но еще лучше и на 100% уже будет надежно, если вы сделаете вот так, приоткроете краник, возьмете компрессором и выдуете всю воду воздухом. Тогда здесь воды не останется ни капельки и уже 100% ваш краник не размерзнется. Такая вот конструкция у шарового крана. Лучше всегда делать так. Например, здесь гидрофор, здесь стоит кран, идет по трубе вода. Здесь в трубе тройничок стоит, здесь кран, подсоединяется труба и идет в дренаж. Дальше идет труба к кранику, который уже стоит на улице. И мы здесь берем воду, когда надо на улице. Допустим, пришла зима. Значит, здесь открываем наполовину краник, так как я говорил раньше. Здесь перекрываем центральный кран от гидрофора, который на подачу именно на улицу. Здесь открываем краник, и получается, что вода уже не подается, а отсюда вода текет в обратную сторону и в дренаж. Вода вытекла вся в дренаж. Тогда мы берем еще для надежности компрессором продуваем шаровый кран и оставляем его в таком положении. Вот эта труба близко уже к улице или даже на улице часть, она уже остается пустой, так как вытекла вода вся в дренаж. 100% она не размерзнется и плюс шаровый кран тоже не размерзнется. А вот эта часть трубы, она должна быть в тепле. Приходит весна, мы закрываем этот кран. Открываем главный, водичка пошла, и мы пользуемся дальше. Если все делать так, как я сказал в данном видео, то у вас никогда не размерзнется не только кран, но и сама труба.
по которой идет вода на улицу. Может, кому-то данная информация будет и полезной, а на этом я заканчиваю свой видеообзор. Всем спасибо за внимание, всем пока.